как вы живете? Меня как Да. зовут? Лидом, Лидия Петровна. А вы из какой города? С Нью-Йорка. С Нью-Йорка. Что люди понимают не в Америке, но Нью-Йорк Не, в Донбассе. знаю, Это Донбасс, другой да, Нью-Йорк. да. А как вы тут пропали? Ну, Денис нас привез. Денис вам Да, да. эвакуировали? Да. Когда он там был, как, в принципе, была ситуация у вас? Обстрелы были, сильные обстрелы, бомбежка. Он нас вывозил из-под обстрелов уже. Ну, вот это время, когда он там был, тоже обстрелы, Да. Ага. Вы жили там в доме или квартире? Дом. В дом. В частном доме. Как был вот это время ваш дом? Уже бомбили ваш дом Да, тоже? уже бомбили дома, вы- и по улице обстрелы были везде. А вы были в подвал? Да, в подвале прятались. Как это был? Как Ну, как это получил? Ну вот выхожу на улицу я, иду в колодец за водой, начинают дроны летать, уже оттуда, русские же. И начинается сразу обстрел. Начинается обстрел, грохот такой, бросаем все и бежим в подвал прятаться. По 3 суток сидели в подвале, не выходили. Потом стихнет, опять выходим потихоньку. К нам приезжала машина, продовольствие привозила нам. Гуманитарку привозили, получили и опять в подвал прятались. Потому что нельзя было на улице находиться, вообще нельзя было. Сильно страшно. Люди Это уже погибали. было давно, что вы не могли на улице нормально ходить? Это был пара дней или это был недельный или как? Не, это было уже постоянно. Это уже постоянно было, постоянно. Потому что там и семьи погибли, попали снаряды в дома. Были трупы, погибших очень много было. Семьями. Кто у вас был дома, когда бомбили? Вы были дома? Я была дома одна. Одна вы были? Да. И вы были на подвал? Да. А да, потом вы да. там сидели, а потом в один раз большой Ну, бум? или ну как? да, когда прекратилось немножко, как раз было стихло, я ж вышла на крыльцо, и сразу 3 снаряда в нашу сторону, прям по нашей улице упало. Я вот так глаза закрыла, думаю, ну все. И слышу, Лида, выхожу, Денис подъехал на машине, вот там сразу документы. Это сразу был после Да, бомбили? да. Это вот этот день был? Да, в этот день же вот эта бомбежка. Когда сильная. они бомбили, он Да, сразу да, там был? да. О, вау. И когда там бомбили, это был, что это было? Это был бомба, это был ракет, что это было? Ну это вот, знаете, как вот эти снаряды вот такие вот, как, ну вот разрываются в воздухе вот это, гранатометы вот это же. Ну это вот так треско разрывается и сыпется вот это все вообще. Оу. И, Вот такие вот были. и бомбили, а потом через сколько времени Денис там был? Денис сразу приехал, и вот как Он раз уже, обстреливали. наверное, там был и ждал, да? Да, он приехал просто за соседями на соседнюю улицу. Они выехали, те соседи. И он подошел до Вали, вот моя, что со мной в комнате живет. Он зашел, говорит, а вы что, говорит, делаете? Она говорит, ну соседи уехали. А он говорит, собирайтесь, я вас забираю. И вот он забрал Валю, и они ко мне на улицу на мою приехали, и меня сразу забрали. И мы бегом и уезжали, под обстрелами уезжали. Мы вообще. Конечно. Страшно было. Ужас, страшно. Да, вообще. Ну, очень повезло было, что тогда, на Да, этот что Денис момент был приехал. Денис. Да, я же говорю, это просто какой-то ангел с небес спустился. Я же говорю, вообще, мороз аж по коже вообще. Как вспомню, страшно было вообще. Мы думали, что уже останемся там и все. Мы только 2 остались, все выехали уже. Из весь село, да? Да. А сколько людей жили там до войны? Ой, сколько там, домов, наверное, 60. Там поселок хороший, большой поселок. А вы там все время там, для вас там хорошая жизнь был? Да, тихо было, спокойно. Мы же работали, все, на пенсию пошли, говорю, будем отдыхать. Огороды сажали, хозяйство держали, все было нормально. Пока вот это не пришли и все, и начали то. Я вижу, что очень много людей очень долго ждат, и это я не Да вот могу мы понимать. ж не думали, что они так сразу прям начнут бомбить, вы понимаете? Мы не думали, что. Да. Не, я понимаю, я Мы ж не понимаю. думали, что так. А потом, когда вы были в машине в Деннисе, тогда еще было очень опасно. Да потому что стреляли всё так, время, Денис да? прям как начал, крутил, там ездил по таким уже, он знал все дороги уже, по дорогам таким вез. Он знает, куда можно, Да, а куда да, уже нету, да? Да. Очень Он так быстро надо ездить. профессионал вообще молодец, да. Да, он супер. Мы же еще и собак своих же забрали. Приют оформили здесь. Он тоже взял, да? собачку? Да. 3 собаки везли мы с собой. Ага. В приюте у нас же здесь в этом, так что нет, то самое. Мне страшно было, не вообще. А сколько времени назад вы приехали в наш шелтер? 7 числа, 7 июня.
7 Да, июня. Да, Июля. июля. 7 июля. Да, да. А вы же знаете, что после этого можно делать? Куда? Трудно, да? Куда? Конечно, некуда. Никто не поможет, если мы не поможем. Некуда вообще. Но сейчас вы тут, все тут тихо, нормально. Да, конечно, вот как я уже Бога в сумму попали сюда, это вообще я не знаю. Вот отошли немножко, вообще. Все будет Скорее бы хорошо. кончилось. Как вчера мужчина говорил нам, все будет Украина. А я бы хотела, чтобы тихо было все нормально. Это самое Чтобы важное. остаться. Да. Тихо. Да. Большое Спасибо. спасибо. Thank you.